Всем привет! Меня зовут Полина. Сегодня 30 августа, и последние летние дни. Это печально, потому что у нас погода еще отвратительная просто. Поэтому я решила поехать на дачу и там как-то вот затусить перед учебой. Кстати, мы начинаем учиться 1 сентября. Прям 1 сентября. Ненавижу. Вот реально, типа, зачем начинать учиться 1 сентября, когда можно спокойно отдохнуть 2 дня? Ну, типа, 1 сентября в четверг. Не понимаю реально этого. Завтра я узнаю уже расписание свое. И буду плакать, скорее всего. Ну, надеюсь, что нет. Хотя бы, надеюсь, нам не поставят пары в субботу. Что я в этом сильно сомневаюсь, потому что у нас прошлый год мы весь не учились в субботу вообще. Ну, я не училась. Ладно, оставим эти детали. Короче, посмотрим. Я забыла предупредить, что я болею, поэтому говорю в нос, не обращайте внимания. Я давно заболела, но у меня насморк до сих пор. Не понимаю почему, просто ненавижу болеть после 2020 года, это отвратительно. Господи. Интересно, это было слышно на камере или нет? Вот там просто какой-то дед чихнул или кашлянул. Вот, я хотела сказать, что я всегда беру какую-то огромную сумку с собой. Даже когда еду там на 1 день. Вот, еще хочу проверить. Интересно просто, будет вообще слышно, типа, это то, что я говорю на видео. Вот. Как-то так, девочки. Короче, мы пришли в магазин. Ого, я такой не видела ни разу. В корейском магазине. Вот на видео. Тут есть мороженое магнат. Сюда. Капец, да? Что, брать? Вот, да, конечно, бери. Короче, у нас ТикТок вечеринка. Нашли магнат, вот этот вот тот самый из ТикТока. И, ну, Baby Fox. Но она везде и так есть. Сейчас будем пробовать. Так, берем, делаем. Вот так вот его надо бить? Вот так, поделай теперь. Как, вот так? Угу. Как в ТикТоке. Какая красота. Все? Вообще просто. Вы только посмотрите на... Кстати, современный мир размыливаемые азаки современные.
Хочу вам провести экскурсию по нашему огороду, саду. Вот такие вот у нас тут цветочки. Очень красиво. Мне очень нравится. Просто вообще 10 из 10. Я даже не знала, на самом деле, что они тут есть. Вот, я просто ни разу сюда летом не ездила. Как-то вот так вот получилось. Все очень красиво, лампово. Вот, тут куча клубники. Я просто обожаю клубнику. Просто вообще. Я обожаю только вот клубнику и персики. Это вот за что я люблю лето. Именно, да, за клубнику и персики. Там какие-то кусты, я не знаю, что это. Вообще я не разбираюсь тут ни в чем. Ну тут типа какие-то морковка вроде. Ну вот это я точно знаю, что свекла. Вот. Там лук или чеснок, что-то такое. Тут какие-то цветочки. А, это горошек. Тут горошек еще есть. Вот он. Красота. Цветочек. Ну, можно просто так вот ходить и снимать, типа, будни огородника. Вот. И вот так вот. Классно. Вау. Я еще в детстве любила вот срывать какой-нибудь сорняк. Ну, я не знаю, тут боюсь что-либо срывать, потому что я такая сорву, а это был не сорняк, а какой-нибудь овощ или фрукт. Ну, короче, вот. Я сорвала тут травиночку. Вот, я брала так вот травинку. И я типа играла, что это какой-то человечек. Вот, там были какие-то приключения. Помню, даже разыгрывала вот какие-то сюжеты из Винкс. Да, дом. Теплица вот тут. Тут растут помидоры. И не только помидоры. Тут что-то еще есть. По-моему, это перцы. Да. Помидорки. Помидоров, кстати, очень-очень много. Прям очень много было. И будет еще в этом году. Вот. Но с ними что-то не так было. По-моему, теплицу забыли закрыть или что, или открыть. И они немного перегрелись. Но все равно их очень много. Типа, я не знаю, куда их девать даже. Вот что можно с помидорами делать? Я вообще не знаю. Я хотела приготовить томатную пасту из них. Ну, домашнюю, типа. Вот. Еще я готовила томатный суп. В принципе, норм. Что еще? Вяленые помидоры. Но это, мне кажется, надо делать из маленьких таких, типа черри. Вяленые помидоры именно. Хотя, может, можно из больших. Я вот, честно, не знаю. Но я бы очень хотела вяленые сделать, потому что я их люблю. Надо подумать, посмотреть. Вот огромные листья. Тут гусеница огромная ползет. Трэш. Тут надо чем-то вот обрабатывать от этих гусениц, потому что они все жрут. Ужас. Блин, это какая-то бабка просто. Бабушкины истории с огорода. Ну, как бы, почему бы и нет. Погода великолепная сегодня, я вам скажу. Вообще. Я бы сходила погулять, но тут негде гулять. Ой, здесь просто тупо вот дачный такой поселок, участок. Ну, это не совсем дачный поселок, это вообще-то как, я не знаю, село, наверное. Наверное, да, типа села что-то, которое рядом с городом. Вот. И тут вообще ничего. Тут не очень мне нравится, на самом деле. Дороги пыльные. Ой. Какие-то.
Ну вот, думаю, на природу вы насмотрелись. Теперь пришло время смотреть на меня. Привет. Короче, вот. Выгляжу максимально по дачному. Как-то вот так. Лето у меня было хорошее. Это мой дневник, можно сказать. Лето было хорошее, мне понравилось, в принципе. Ну, не знаю. На самом деле, не особо много событий было, если так подумать. Но все равно мне понравилось. Это вот как-то, я не знаю, на самом я вот могу выделить такие прям события, вау, летом вот этим. И они касаются в основном поездок каких-то. Ну или встреч с друзьями там, например. Вот. И их будет штук, ну не знаю сколько. 5, может быть, 6. Тут, кстати, лучше, наверное, звук будет. Может и нет. Вот, 5-6 штук, наверное, могу выделить. Но, тем не менее, мне все равно очень понравилось все. Вот. Кстати, я тут сплю на полу. Поэтому, да. Я не очень выспалась, наверное, по мне видно. Короче, тут нет кровати просто. Это смешно, реально. Не могут просто кровать сделать почему-то. Вот. Что могу сказать еще? Лето хорошее было, да. Ну, наконец-то осень. Я обожаю осень. Раньше я обожала осень, потому что мне, в принципе, лето никогда не нравилось. Потому что все мои друзья летом уезжали, ну, типа, куда-то на какие-то, как это называется, ну, там, на дачу, к бабушке, еще куда-то, вот. А я оставалась дома, и я ни с кем не могла, там, ну, пообщаться нормально. Ой, нет, что я говорю, они уезжали не на дачу, не к бабушке, а там в какую-нибудь Турцию, в Египет, в Италию, вот все такое, короче. А я почему-то, вот я никуда не ездила. Или меня отправляли к бабушке на месяц в деревню. Это отвратительно, ненавижу просто. Трэш, потому что меня заставляли там работать в огороде. Это странно, кстати, что я вот не возненавидела после этого там всякие вот эти вот огородные штуки. Мне сейчас наоборот нравится это. Вот эти вот все травушки, муравушки. Да. Короче, вот. Их отправляли, поэтому мне не нравилось лето. Мне было очень скучно. Но осенью я радовалась, потому что можно было прийти в школу, и все типа уже в школе. Твои друзья, все весело, все классно. А теперь как-то я не знаю. У меня не особо друзей на самом деле много. Их мало, можно даже сказать. Очень. Поэтому... И, в принципе, я с ними могу когда угодно, типа, встретиться. И летом, и осенью. И мы максимально редко встречаемся. Поэтому мне без разницы, типа, какое там время года. Мне стало нравиться лето. И осень мне по-прежнему нравится. Но вот эта вся эстетика брачная такая. Обожаю. Я уже вот прям жду, не дождусь, когда буду пить тыквенный латте. Ой, это шикарно. Девочки, вот, я обязательно дам попробовать тыквенный латте, вот просто всем, кто ко мне в гости придет. Это просто лучше. И осенью, да. Вот эта вся эстетика обожаю просто. Но учеба это... Я не хочу учиться максимально. И когда я увидела расписание, я расхотела учиться просто вообще. Это какой-то трэш. Это какой-то трэш, и завтра я иду уже на учебу.
просто... Я не знаю, вот как бы... У меня в теории могут быть 2 пары Точнее, с преподавательницей, которую я терпеть не могу, и, в принципе, ее все не любят. Но у меня могут быть с ней 2 пары в теории. Потом, может, расскажу, почему так вышло, но... Что делать? Я не знаю, это ужасно. И, завтра вот у меня как раз могут быть 2 пары с ней. Я не знаю, на самом деле, что там, как завтра будет. Вообще, как может быть учеба 1 сентября, я не понимаю, ладно. Завтра ужасные предметы, реально. Старославянский язык. Мне кажется, его все ненавидят, кто учится на филологии, просто все ненавидят старославянский язык. Что там еще у нас? Иностранный язык. Мне он тоже не особо нравится, он максимально скучный. Я что-то забыла, что еще. Старославянский, иностранный. Какой-то... там еще физра, но у меня не будет физры, слава богу. Хотя, может, мне придется идти. Там, знаете, инструктаж безопасности, все дела. Короче, начинается учеба. Вот, в принципе, все, что я хотела сказать. Пока.